Я написала свою первую книгу, когда в книжных магазинах не было раздела саморазвития. А теперь это самый быстро растущий раздел во всех книжных магазинах. Однажды я услышала, как кто-то сказал, что если изменить свое мышление, можно изменить и свою жизнь. Я задумалась, действительно ли это возможно. Так я начала исследовать эту тему. На раннем этапе своей карьеры я наткнулась на книгу Фрэнсис Сковелл Шин «Игра жизни и как в нее играть», написанную в 26-м году, в год моего рождения. Я сильно с ней идентифицировалась. Она была очень уверенной и позитивной, занималась аффирмациями, что для меня было важно в тот момент. Затем я продолжала учиться и изучать, и по мере того, как я получала знания, я делилась ими с другими. И я всегда была разговорчивым человеком. В то время это не была развивающаяся индустрия. Это были просто идеи. Я одной из первых стала говорить, что если вы готовы изменить свое мышление, вы можете изменить свою жизнь, и что ваши мысли создают вашу реальность. В то время никто этого не понимал, но я быстро осознала это. Поэтому я начала изучать все больше и больше, и моя жизнь стала значительно лучше. Я стала замечать, что получаю зеленые огни в жизни, сначала в мелочах. Чем больше я училась, практиковала, прощала, ценила жизнь и испытывала благодарность, тем больше моя жизнь менялась к лучшему. И это действительно работает. И люди начали практиковать простые вещи, которые улучшали качество их жизни. Некоторые используют это для получения материальных благ, но не имеет смысла стремиться к вещам, если не изменишь свое сознание, ведь вещи приносят счастье лишь на короткий срок. Настоящее счастье приходит, когда ты находишься в мире с жизнью, наслаждаешься собой, чувствуешь себя в безопасности, спокойным и расслабленным. Это гораздо ценнее, чем деньги. У меня было жестокое детство. Я пережила сексуальное насилие и столкнулась с множеством тяжелых вещей в раннем возрасте. В результате я выросла человеком, который не верил в себя, считала себя никчемной и бесполезной. У меня было много обид, и я не осознавала, как мои мысли и действия влияли на мою жизнь. Когда мы росли, мы чувствовали, что с нами что-то не так, и испытывали стыд из-за этого. Мы думали, что виноваты, но теперь мы понимаем, что это не так. Мы просто оказались в определенных обстоятельствах и нуждались в том, чтобы выбраться из них, и нашли возможность покинуть эти обстоятельства. С детства мне внушали, что я никчемная и неправильная. У всех нас есть боль, так или иначе, даже у тех, кто жил очень счастливо. Каждый из нас носит в себе какую-то боль, но замечательно, когда мы понимаем, что мы не виноваты, мы не плохие, мы достаточно хороши и достойны того, чтобы открыть свою жизнь и сделать ее лучше. Мы можем начать смотреть на жизнь по-другому. Просто это произошло, вот где я сейчас и что я делаю. Но решение поделиться этим с миром на страницах книги было удивительным. Дело в том, что в то время я проводила семинары и подумала, что если смогу изложить этот семинар на бумаге, смогу помочь большему числу людей. Я и не подозревала, сколько миллионов людей это охватит. Я взяла немного времени и превратила семинар в книгу. И понятия не имела, что жизнь приведет ее туда, куда она ее привела. Жизнь сказала, эта книга должна быть опубликована. Я рассматриваю жизнь как бумеранг. То, что ты отдаешь, вернется к тебе. Каждый раз, когда ты бросаешь бумеранг, он возвращается обратно. То, во что мы верим о себе и о жизни, становится нашей реальностью. Если вы хотите включить Бога в это уравнение, это прекрасно. Но я не вижу Бога, как старика, сидящего на облаке и наблюдающего за мной. Я вижу его как силу, как энергию. Я называю это Вселенной, и я никогда не использовала слово «Бог».
Это было очень интересно, потому что в детстве у меня не было никакого религиозного воспитания. У меня не было ничего, что нужно было бы разучивать. Когда я открыла для себя или приняла, что существует универсальная сила и энергия, это имело для меня смысл. Поэтому, когда я говорю, я очень редко использую слово «Бог». Вообще есть то, что мешает большинству из нас двигаться вперед и оставаться там, где мы находимся, потому что мы не верим, что заслуживаем их. Мы думаем, что недостаточно хороши. Если спросить кого-то, чего он действительно хочет, обычно он отвечает, что не хочет этого или того, и перечисляет целый список того, чего не хочет. Они не думают о том, чего на самом деле хотят. Но если вы говорите Вселенной, чего не хотите, как Вселенная может принести вам хорошие вещи? Потому что список, который вы отдаете, не является правильным. Помните, это тот самый бумеранг. Я думаю, что прощение – это очень важно. Многие люди делают аффирмации и говорят: «Ой, ничего не происходит, ничего не происходит». А на самом деле есть две вещи. Во-первых, сколько раз вы делаете аффирмации и сколько раз вы погружаетесь в негативные мысли, в которые многие люди погружаются большую часть дня. А во-вторых, кого вам нужно простить? Часто у нас есть что-то, за что мы цепляемся и не хотим отпускать. Но это никак не помогает нам. Что касается войны и страха, то мы можем жить только в нашем собственном маленьком мире. Мы действительно можем жить только здесь. Вы можете бояться всего, что происходит вокруг, но вы живете здесь. Какие мысли у вас в вашем собственном мире? Я не верю, что мы должны жить в страхе. На самом деле я не верю в это. Знаете, одна из тех вещей, которым я люблю учить людей, когда возникает проблема, а у нас у всех есть проблемы, не все из нас могут справляться с войной и мировыми проблемами, но мы можем справляться с нашими собственными. Когда возникает проблема, одна из лучших вещей, которую можно сказать, это «все хорошо, все складывается наилучшим образом для меня, и из этой ситуации, этой так называемой проблемы, придет только хорошее, и я в безопасности». Это действительно очень мощно. Все хорошо, все складывается наилучшим образом для меня. Из этого опыта придет только хорошее, и я в безопасности. Это успокаивает ваш разум, или мой разум достаточно для того, чтобы Вселенная нашла решение для так называемой проблемы. Если вы будете говорить это достаточно часто, это станет реальностью. Действительно, потому что вы измените свое мышление. Если у меня есть настоящая проблема, я буду повторять это бесконечно много раз. Потому что знаю, что это изменит атмосферу вокруг меня. Это изменит то, что я излучаю. Да, правда, что вначале это может быть ужасная проблема, и вы не можете ничего с этим сделать прямо сейчас. Но когда вы начинаете осознавать, что вы в безопасности и находитесь во Вселенной, которая вас любит. Сколько раз в день люди говорят: «Это меня любит, действительно любит, и я так благодарен и ценю жизнь». Если вы человек, который делает это часто, ваша жизнь обязательно станет лучше. Это обязательно произойдет. Жизнь найдет маленькие чудесные способы принести добро в вашу жизнь. Это помогает изменить ваше восприятие себя. И когда ваше восприятие себя меняется, то реакция Вселенной на вас тоже меняется. Когда я вышла в мир, у меня были ужасные чувства о себе. Я привлекала к себе ужасные ситуации. Но когда я научилась использовать свой разум на свою пользу, а не против себя, это изменило многое. Я не продавец и не пытаюсь заставить кого-то в это верить. Я учитель. Если люди хотят прийти, я дам им много идей о том, что они могут сделать, чтобы улучшить качество своей жизни. Я считаю, что это должно быть повсеместно. У меня были люди, которые использовали мою работу в тюрьмах. Я не говорю, что все они изменятся,
Но если вы сможете изменить хотя бы часть людей, если сможете помочь им начать видеть жизнь по-другому и открыть свое сознание, вы уже начали что-то важное. Если 2 людей это поймут, появится и 3. И в следующую минуту у вас будет группа людей, готовых изменить свое сознание и свою жизнь. Так это и работает. Простота помогает. Мы усложняем жизнь до невероятных масштабов, создаем настоящую мыльную оперу, а на самом деле все очень просто. Все в порядке. Все работает на мое высшее благо. Из любого опыта придет только хорошее. И я в безопасности. И я в безопасности. Чувство безопасности очень важно. Оно помогает расслабиться. И когда вы начинаете осознавать, что вы в безопасности и находитесь во Вселенной, которая вас любит, вы меняете свое мышление, и это становится вашей реальностью.